Покажите мне самый популярный тайтл летнего аниме сезона. Неплохо, но говорю я про аниме о школьниках. Нет, не то. О боже, даже для шутки это слишком плохо. Песнь ночных сов. Я говорю про аниме «Песнь ночных сов». И это нормально, что вы, скорее всего, не слышали об этом аниме, и у вас возник логичный вопрос. Почему я назвал его популярным? А я задам вам встречный вопрос. Когда в последний раз вы смотрели аниме про вампиров? Название никак не связано с сюжетом истории, как и во многих популярных тайтлах. Забавно, конечно, что в OneLate аниме называется «Сов ночи». Поэтому можно понять то, что во многих конченных названиях аниме виноваты переводчики. Главный герой школьник, который устал от своей повседневной рутины, и он решается выбраться из дома ночью. Гуляя по прекрасно освещенным улицам, Коя Мори встречает какую-то девушку. Когда в моем городе, гуляя по ночным улицам, можно увидеть только мамбетов пьяных. Да и только. Диалог с девушкой каким-то неведомым образом заканчивается предложением переночевать. А Ямоль парень правильный и помнит, как надо действовать в ситуациях, когда незнакомцы приглашают тебя к себе домой. Конечно же согласится. Когда главный герой оказывается в комнате клыкастой бестии, к нему закралась ненавязчивая мысль. А может, ну его? Ну, знаете, Себастьян оформить. Но нет, он ложится в одну кровать и засыпает, а сереброволосая начинает сосать, но не ему, а его кровь. Причем он знал, что она кровосос, но ничего не делал. И ему было интересно узнать, что произойдет дальше. Но Накуса Назуна поняла, что скрыть правду не удастся, и раскрывает мальчику то, что она вампир. Парень, очевидно, насмотревшись всяких фильмах, думает о том, что он теперь вампир. Но истинный вампир говорит, что он не превратится. На вопрос почему, ему отвечают, чтобы стать вампиром, нужно влюбиться в вампира до укуса. Забавно, конечно, то, что вампирша оказывается той еще стесняшкой, когда речь заходит о любви. Хотя сама одевается как шлюха, извините. И теперь Коя Мори будет всеми силами стараться влюбиться в девушку, чтобы добиться своей цели – стать вампиром. И именно стараться, так как он никогда по-прежнему не любил и даже отказывал девушкам, что пытались с ним сблизиться. Не потому, что он гей, а потому что он не может любить. Ну, цель аниме ясная, и примерный сюжет можно уже представить. Сам я прочитал мангу и читаю ее в OneLate, и могу сказать, что будет весьма интересно. Аниме обречено на успех, потому что здесь есть красивая, пусть даже местами нереалистичная рисовка со своим стилем, и хорошая анимация, чего уже хватает для аниме 2022 года. Ну и, конечно же, фан-сервис, куда без него. Правда, анатомия вампирши вызывает вопросы, но справедливости ради стоит отметить, что весь фан-сервис заканчивается избавлением от плаща, что носит Назуна. И самое главное, героиня с милыми клыками и этой нахальной улыбкой. А как показывает практика, такие девушки нынче в приоритете. Даю слово, когда выйдет полсезона или весь, аватарки всех анимешников будут занимать эта мадам с нахальной улыбкой. Ну, или мемные вырезки. Конечно, некоторые люди могут сказать, что этого мало, чтобы называться популярным аниме. Но если это говно, и прочие распорченные аниме дали такую шумиху, то и это тоже даст.